Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала «Точка кипения». Я ведущий его историк и журналист Эльмар Гусейнов. И сегодня у нас в студии Максим Шевченко, наш излюбленный и квалифицированный собеседник. Максим, во-первых, с возвращением с отпуска. Спасибо. Все мы отдохнули и с новыми силами теперь примемся за обсуждение животрепещущих геополитических и экономических вопросов. Излюбленный. Такое интересное слово. У Маяковского было «вылюбленный до дна». Любимый собеседник. Мне неудобно Смешно. сказать «любимый». Я говорю «излюбленный». Можно сказать Максим Шевченко. Ну, мне, во всяком Многим случае... не нравится то, что я говорю. Многим не нравится А в мне России, нравится. в Азербайджане, в Армении. А мне нравится. Я говорю то, что я думаю. Я ни на кого не Правильно. пытаюсь ориентироваться. Ни на какую власть. Ни на российскую, ни на азербайджанскую, ни на мировую, ни на турецкую, ни на армянскую, ни на грузинскую. Я говорю от себя, как человек, который любит народы Кавказа, любит свою страну, который хочет мира во всем мире. Но я описываю реальность. Есть врачи, которые приходят к пациенту, и в ожидании гонорара говорят: у вас все будет хорошо, не волнуйтесь. Как я люблю таких врачей. А есть врачи, которые говорят: ты знаешь, брат, к сожалению, я должен тебе сказать неприятную новость. Ты очень тяжело болен, и надо серьезно отнестись к твоей болезни. Мне не нужен тебе гонорар. Вот я также, я говорю то, что я вижу, и то, что я думаю. Нравится это или не нравится многим, поэтому мне очень нравятся наши эфиры, и в которых можно... Вы позволяете мне вот говорить, это большая редкость в наше время, и в наших говорить то, что я думаю, и в наших дискуссиях, в наших диалогах развивается свободная мысль, которая приводит к пониманию реальной ситуации, которую от нас пытаются скрыть из страха или из желания нами манипулировать правящие элиты. Ну, тогда возьмем быка за рога. Давайте. Тема много раз обсуждавшаяся, обсуждаемая и которая будет обсуждаться. Южный Кавказ, то, что раньше называли Закавказьем, это один из перекрестков сейчас и узлов мировой политики и геополитики. Очень важный в том числе и для России. Не только потому, что эта территория входила в состав различных российских империй, но и потому, что Россия граничит с ним, и там много интересов у России было, есть и будет. Никуда не деться от этого. Вот эти интересы сейчас России на Южном Кавказе. Насколько они определяются текущей реальной политикой, а насколько в формулировке этих интересов, какое влияние оказывает исторический опыт, который давлеет во многом, имперский опыт над теми, как я представляю себе, возможно, ты скажешь, что нет, над теми, кто вырабатывает сегодня основные направления российской политики, не только на Южном Кавказе, потому что Южный Кавказ, будем называть это так, я не боюсь банальности, подбрюшие Ближнего Востока всего, как мне кажется. Во всяком случае, если смотреть с севера на это. Как ты считаешь, что такое эти интересы и насколько они определяются историческим опытом России, российских руководителей, ну скажем так, Российской империи? Вопрос очень интересный и очень важный, и вопрос нуждается в детализации, в том числе детализации исторических периодов. Я считаю, что, безусловно, вот есть глобальная рамка, регион Кавказа является зоной стратегических интересов любой России, любого государства, находящегося к северу от Кавказского хребта, империи Чингисхана, империи Хунну, и империи, там, не знаю, Петра I, империи Ивана Грозного и любого другого. И если просто эта держава, находящаяся к северу от Кавказского хребта, там, который выходит через Великую степь от Китайской стены до Кафы Генуэзской, до Судака, как бы простирающейся, да, до Крыма, не занимается политикой на Кавказе, то эта держава просто разваливается, исчезает, ее просто не будет. Что и случилось с Советским Союзом, потому что я считаю, что допущение армяно-азербайджанского конфликта Горбачевым и допущение избиения лопатками в Тбилиси 9-го, ну то есть как бы отторжение Кавказа сознательное, которое было совершено определенными силами в руководстве Советского Союза. Я не верю, что это ЦРУ делало. Могло организовать, допустим, там мартовские события в Тбилиси, эти чудовищные, или в Баку в 90-м году, или армяно-азербайджанские вот эти вот, когда кровь полилась, да. Кавказ после этого понял, что Москва просто от него как-то дистанцируется. Более того, ведет себя так, как никогда не вела ни Российская империя, ни Советский Союз.
И поэтому как бы все, с потери Кавказа начался на самом деле развал страны. Не с потери Прибалтики, а с потери Кавказа. С того, что в Тбилиси, как мне говорили, даже коммунисты, грузины, в этот после событий 9 марта сдавали, значит, партбилеты и как бы отказывались от этого, от единства. Чувство единства исчезло. Бакинские события, да, когда вот Алеви Шахидов мы видим там. Армянский народ, когда Раиса Горбачева говорила, мы выступаем за дружбу между советским и армянским народом, когда она презентовала в Нью-Йорке картину Мартироса Сарьяна. Я своими глазами вот это помню, просто видел, я телевизор не смотрел, но вот этот момент мне запомнился, потому что он настолько я просто обалдел. Она выключила армянский народ из советского народа, да? И это не случайно было, потому что жена первого человека государства случайно такие вещи не говорит. То есть это все продюсировалось. Но так или иначе, вот эта держава, находящаяся к северу от Кавказского хребта, не может не заниматься Кавказом южнее и не может не иметь к этому интереса. Я уже разговаривал в предыдущем нашем ролике с уважаемым Фархадом, который замечательный тоже дал мне возможность высказаться, да, там почему это так, да, это и транспортные коридоры, там и все такое. Ведь парадокс в том, что на самом деле Российская империя, у каждой эпохи есть свои интересы экспансии со стороны великих таких могучих имперских государств. Российская империя реально шла в нефтеносные районы Месопотамии, в богатые районы Месопотамии, прорывалась к Индийскому океану. Поэтому Кавказ это был просто этап движения на юг, этап экспансии. Исламский мир, так как Российская империя была никакой не антизападной, а вполне западной империей, включая правящую династию, которая была частью просто европейской, пусть второсортной, Готторп-Голштинской, да, но все-таки королевской династии европейской. Естественно, к России эта династия Романовых со времен Петра I практически не имела никакого отношения, кроме того, что правила огромными пространствами народов, по сути, это были немцы, датчане, там, голштинцы, ну не знаю, кто там. Тоже, наверное, достойные какие-то люди, но, в общем, не имеющие отношения никакого к народам нашей страны. И они осуществляли ту же экспансию, которую вела там Австро-Венгрия, французская империя в разные эпохи. Там, вспомним поход Наполеона, ты специалист по Франции, я знаю, там египетский поход, Ближний Восток, Британская империя, которая как бы Месопотамия. Да и в республиканские времена Франция рвалась на Северная Ближний Франция, там Италия захватывала Триполитанию, как тогда называлась Ливия, да, там Эфиопию там, и так далее. Все считали, что все, сейчас это, как говорится, должно стать добычей и ресурсом для развития центра мира, каким воспринималась Запад и Россия, как хромой, как бы такой периферийной империя, которая стремилась стать полноценной частью Запада, но как бы вот никак не могла в силу определенных обстоятельств, которые прекрасно описаны классиками, которым сейчас не будем погружаться. Так иначе эта экспансия была. Я считаю, она была в интересах тех, кто инвестировал в Российскую империю. В первую очередь это были англичане, французы, немцы, которые сами были второсортной достаточно империалистической державой, пытались стать первосортной, инвестировали сначала, им позволяли инвестировать в силу близости династии, а потом внезапно раз так при позднем Александре Третьем все перешло на французские денежки, да, как бы Франция, Англия, Бельгия вытеснила просто германский капитал из российской экономики. Вот эта экспансия шла. Казалось бы, ну у нас там с Англией конкуренция, там с Францией, в Средней Азии там конкуренция с Англией, Афганистан, чей там. Ну это нормальные споры соседей. Вот это вот участок до канавы твой, а за канавой мой. Вот это вот яблоня растет на моей территории, это не принципиальный конфликт, это как бы делили. Поэтому Российская империя туда шла, просто говоря, значит, Персия там все умирает, захватываем части Персии. И успешно захватили, будем откровенны, да. Османская империя вообще хромой, там, больной там, Европы, да. Все, значит, захватываем ее, там, все, там, Карс, Эрзрум, Трабзон, прекрасненько. Все, движемся как бы туда, к Ближнему Востоку пробиваемся. Кто первый? Такая гонка была там. Со стороны Франция, Англия, со стороны Египта. Вся эта гонка завершилась в 18 году, только Россия исчезла, сошла с этой гонки. И заняла такую парадоксальную позицию в лице товарища Сталина и в первую очередь, вдруг внезапно отказавшись от экспансии в Азии, Ленин признал
Как же так, большевик Ленин признает короля Афганистана? Да вы что там? Ленин признает короля, уже не Ленин, Сталин, 27 год, признает короля Саудовской Аравии, молодое, значит, государство, монархическое. Большевики же должны везде революцию делать. Кемаль, ну как ни крути, Кемаля можно назвать национал-социалистом, но точно никак не назовешь социалистом-марксистом. Вот ни с какой стороны к нему не подлезешь с его, как бы, с марксизмом, да? Ты смотри, раз Карский договор, вековая война, экспансия России на юг прекращается Карским договором 21 года, который я считаю величайшим историческим соглашением в истории, русской истории, и заключается с Турцией мир, который не нарушается ни со стороны Турции, ни со стороны Советского Союза. Несмотря на то, что находятся отдельные любители подставить под сомнение, типа Затулина и тех, интересы чьи он лоббирует, Карский договор. Карский договор обеспечил нашей стране, если каждый разумный человек это посмотрит, то, что Турция его соблюдала в 1942 году, например, хотя немецкая разведка подталкивала Турцию к удару по Советскому Союзу, говоря, наши подходят к Волге, скоро будут в Баку, вы что там, давайте, бейте, возьмете себе Закавказье. И кто-то говорит, что да, Англия предупредила Турцию, но мы знаем, Англия сама была в не очень хорошей ситуации, допустим, осенью 1942 года. Если бы Турция вступила в войну, прямо скажем, было бы нехорошо, ни СССР, ни Англия. Потому что Турция могла бы ударить как на север, так и на юг. Хотя... Начиная с 22 года Турции уже не руководили дураки, поэтому... Конечно. Ей и раньше не руководили дураки, потому что Турция-то оборонялась. Наступала Российская империя, как и Австро-Венгрия наступала, и Франция. Турция только отступала, оставляя Причерноморье, Кавказ, Балканы там и так далее. Карский договор 21 года. Отказ от экспансии. От экспансии. Более того, вот часто обсуждая, там, почему товарищ Сталин вывел войска из Ирана, да, в 1946 году. Там. Ну, вхождение в Иран было вызвано не желанием захватить Иран и лишить его государственности, не империалистическим замыслом, как у англичан, а чисто политическим, да, чтобы, как говорится, во-первых, не допустить, чтобы Иран целиком был британским, вплоть до границы Советского Союза. И предлогом была эта борьба там с германской агентурой. Ну, я, честно говоря, уверен, что англичане бы сами справились без ввода советской армии с германской. Ну и южное направление Ленд-Лиза он обеспечивал все-таки. Обеспечил, ну, в общем, но... Оттуда шла большая Да, помощь. но именно ввод, до Тегеран же был в зоне советской оккупации. А ввод и оккупация фактически половины Ирана, это была как бы, чтобы англичане не подошли к границам Советского Союза. Того Ирана, который мы сегодня называем иранским Азербайджаном. Пехлеви, да. Они вполне сотрудничали, Пехлеви, с товарищем Сталиным, никаких проблем у них не было. Сын. Да, сын, да. И потом вот это Туде, неудачное восстание коммунистов, да, значит, азербайджанских в Южном Азербайджане. Почему Сталин не поддержал? Потому что, еще раз, не было задачи экспансии, не было задачи экспорта революции туда, на юг. Это удивительно. Ты считаешь? Я считаю, это вот моя позиция. Такой задачи была бы, поверьте. А вот съезд народов Востока 20-го года в Баку. Из Баку вообще делали потом 20-й после год, этого подожди, витрину такую. 20-й год это еще троцкистские эпохи. Это еще эпоха совсем другого вообще мироощущения. Да, ты прав, надо вот к Российской империи, которая двигалась просто на юг, захватывая, Вообще, да, Коминтерн был троцкистской ресурсы, идеей. надо потом добавить вот эпоху Коминтерна и господство троцкистской вот этой революции. Сейчас мы у них там феодализм, сейчас мы перманентный в капитализм, а потом в социализм, перманентная революция, понимаешь? Товарищ Сталин был гораздо большим прагматиком, гораздо большим реалистом. Как ты считаешь, вот он отказался в этой своей политике от того, что было характерно, как мне кажется, для политики на Южном Кавказе и вообще на Ближнем Востоке Российской империи? Они опирались, российские императоры старались опираться на христианские анклавы там, в значительной степени подставляя эти народы. Это вообще это иллюзия, сейчас мы к этому вернемся. Да. Сейчас закончим со Сталином. Да. Смотри, Советский Союз с Афганистаном до 1979 года, абсолютный мир. В Афганистане монархия, ну, говорят, вот СССР хотел мировой революции. Ребята, а что тогда, почему-то СССР хочет мировой революции в Польше, но не хочет ее в Афганистане? Вот СССР хочет мировой революции. А что тогда СССР в Турцию не транслирует мировую революцию? В Кабуле при короле
Девушки в А мини-юбках почему ходили. тогда СССР, вот эти вот экспедиции на север и Ирана, которые, целью которых официально на самом деле было добивание белогвардейской эмиграции, анклавов, да, почему тогда в Иран СССР не транслировал мировую революцию? А история с Туде, она очень такая и интересная, и до конца не ясная, как и что там было. Почему? Потому что я считаю, что юг был зафиксирован с точки зрения народов Юга. СССР не проводил империалистическую экспансию. Он не захватывал ресурсы. СССР приступил к интенсивной переработке, созданию собственных институтов, переработке того, что уже было. Вот бакинская нефть, которая разработана была Нобелем, Ротшильдом, значит, и азербайджанскими выдающимися промышленниками, как его, вот Нариманов, да? Нет, даже, Нет, не Нариманов. господи. Тагиев. Тагиев, да, Тагиев. Нариманов-то большевик был как раз, да. Ну да. Да, Тагиев. Ну, кстати, у тебя не случайно. Дело в том, что Нариманов получил образование на деньги Тагиева. Может быть. Я помню, они Высшее связаны образование, были, да. причем великолепное, Да. он получил на деньги Тагиева. Вот. То есть, как говорится, давайте Баку разрабатывать. Кроме бакинской нефти, на Южном Кавказе практически не было полезных ископаемых, которые в ту эпоху могли прям привлекать, да. Российскую империю привлекал к себе не Кавказ, с которым были бесконечные проблемы. 40-летняя война на Северном Кавказе, да, там бесконечная война с Турцией, с Ираном. Стремились все в Месопотамию, которая воспринималась как Срединная такая страна. как нечто, что-то такое фантастическое. Да? И так на самом деле и была, конечно, она и является Месопотамия. А у современной России, на мой взгляд, вообще тоже другие источники. Россия не стремится захватить территорию Ирана или Турции. Это всячески демонстрирует, в том числе Астанинской платформы, продолжая в этом конструктивную политику Советского Союза и сталинскую политику. И российская власть, несмотря на усилия армянских лоббистов типа Затулина и ему подобных, не ставит под сомнение Карский договор 1921 года. Многие предложения Затулина, мне кажется, очень быстро Да, привели бы к катастрофе. Они просто враждебны стратегическим интересам России. Враждебны, принципиально враждебны. Я согласен. Она не ставит. Почему? Потому что мир с Турцией, мир с Ираном гораздо важнее. Нет экспансионистских задач движения на юг. Но задачи изменились. Теперь как бы не так важен коридор север-юг на самом деле. Потому что нефть есть своя. В Ханты-Мансийске нефть есть там Салихард, понимаешь, газ, нефть, все есть, ресурсы. Не Баку теперь, и не Каспий, и не Месопотамия является единственным источником. На территории России есть огромные ресурсы, которые вполне разработаны и вполне, как говорится, существуют и действуют. Гораздо важнее не движение с севера на юг или с юга на север. С востока на запад. Конечно, с востока на запад. И почему это для России важно? Потому что это артерия, главная артерия Европы, Европейского Союза. А конфликт с Европой, в который сейчас Россия вступила, это объективный конфликт. Конфликт с политической целостностью Европы, которая, консолидируясь, не может не воспринимать в поисках ресурсов для себя. У Европы есть только две зоны ресурсного развития. Это Северная Африка и это Восток, то есть территория Российской империи, территория Украины и, значит, Россия. Все. Европа не может таскать себе ресурсы из Америки, эта территория занята, понимаешь, там. Из Юго-Восточной Азии, это британская, как говорится, давно как бы они мирно, тихо, как в Малайзии, там, коммунистов задавили, без кровопролития, как французы. Ну, было кровопролитие, но, в общем, они это так представили по-другому. И, в общем, там у них сидят на Юго-Восточной Азии Малайзия, Бруней, у британцев, которые вполне сидят на богатейших источниках ресурсов и денег, главное, что гораздо важнее, чем даже ресурсы для понимания британской глобальной империи, британского современного империализма. Но для Европы, фронтменом развития которого, экспансии которого является Франция, естественно, ресурсы это просто вот без них она не может. Вот Франция без Нигера, все, она фактически, у нее коллапс, она начинает задыхаться, ее ядерная энергетика. Ливия попадает под влияние Турции,
И у Франции Ливия давала порядка от 15 до 17% газа европейского. Саркози начал войну очень подлую вместе с Берлускони. Берлускони, говорят, раскаялся в конце жизни за убийство, за эту войну против Каддафи, который столько бабок ему дал в жизни, столько инвестировал денег в Италию. Но, как говорится, как лишний раз доказывает, что в политике нету друзей. Он и Саркози финансировал. Ну, Саркози Берлускони финансировал. Я думаю, он и в России кое-кого финансировал, кто тогда, как говорится, право воздержался от голосования. Хотя внеси тогда России право вето, и не было бы этой ливийской трагедии. Но это делали для того, чтобы, как говорится, вот эти вот перетасовывать все. Ливия не принадлежит, на самом деле, Европейский Союз не контролирует ее. Там идет баш на баш. Переходный этот национальный совет контролируется Анкарой, Эрдоганом, а значит, этот самый Хафтар с опорой на Египет, это как раз вот европейский, француз, но еще неизвестно кто кого. У Франции остается Средняя Азия, поставки урана из Казахстана, например. Но вот буквально на днях Росатом вошел в ключевую долю одного из крупнейших казахстанских производителей урана, да? Государственная компания. То есть Россия и Китай показывают Франции, а Казахстан это один из крупнейших, 50 с лишним процентов поставляет урана на мировой. У нас мало кто знает, да, что Казахстан один из монополистов. Да, 50% практически, да. Россия показала вот буквально на днях, что полностью под контролем это все держит и что не потерпит этого самого. И в любом случае поставки газа, там, нефти, все это идет через узкий коридор Южного Кавказа, где с севера красивейший Кавказский хребет, а с юга начинается это вот то, что называется кто-то Армянским Нагорьем, кто-то Иранским Нагорьем, кто-то там Турецким Нагорьем, кто-то Курдским Нагорьем. Ну, в общем, тоже достаточно тяжелое такое пространство, да, где там выжженная, значит, такая территория. А вот этот вот коридор от Баку, значит, до Батуми, до Трабзона, Поти, есть там проект сейчас строительства парома Поти-Констанца, такого, значит, мощного, и так далее, и так далее. Вот Россия, она больше не хочет захватывать там Месопотамию, территорию Ирана, Турции, да. Она признает государство Южного Кавказа, но она не может молча смотреть на то, как ее враги современные, недружественные государства, назовем мягче, типа Объединенной Европы, Новой Европейской и империи, выстраивают свои пространства коммуникации на Южном Кавказе. Как в Грузии укрепляется французская, значит, там президент просто француженка, один из, значит, руководителей департамента стратегической разведки Франции, потом посол Франции в Грузии, потом как бы она стала президентом Франции, Саломе Зурабишвили, дай бог здоровья. Там многие руководители Грузии тоже имели французское гражданство или очень большие интересы во Франции. Ну, а армяне, тут даже говорить не будем, там, есть там достаточно слабая пророссийская группа, которая потерпела поражение, собственно, в 2020 году. Ну, как пророссийская, она не столько пророссийская, просто коммерческие интересы торговала армянским народом в Москве. А есть очень сильное французское лобби, которое мы сейчас видим, да, то есть, смотри, если, допустим, Франция контролирует Грузию и контролирует Армению, то все, она контролирует Южный Кавказ. Абсолютно. Более того, смотри, как интересно раскладываются интересы, то есть Россия это не может позволить в этой ситуации. Что она может сделать? Потому что Франция недружественная страна, она может спровоцировать политические кризисы в Армении и в Грузии. Но более того, тут есть еще позиция США, которые тоже совершенно не заинтересованы в том, чтобы Франция, в ее лице Европейский Союз, брал под контроль коридор от Южного Кавказа. США не заинтересованы в вступлении Грузии в Европейский Союз, не заинтересованы в вступлении Азербайджана в ЕС, не заинтересованы в вступлении Армении в ЕС. Вообще не заинтересованы, и России тоже. В какой-то мере и Украина, хотя тут уже ситуация зашла слишком далеко, но я думаю, это тоже вилами по воде писано. Почему? Потому что внутри Запада есть глобальная конкуренция всегда. Это конкуренция между тремя центрами силы. Британия, континентальная Европа и США. Три центра силы определяют Запад. Большой Запад. У каждого свои механизмы, свои инструменты действия. У кого-то, как у англичан, больше как бы это авторитет, там вот король. Там. Как ты считаешь, в этой ситуации у США России, бабки, военная сила? У России есть возможность противостоять что Россия делает? этим центрам силы?
Меня сейчас обвинят в страшном российском империализме, но я просто описываю симптоматику. Я ничего не защищаю, я никогда не оправдывал империализм. Я просто говорю, если он есть, если вот ураган идет, мне не нравится ураган, но ураган есть, правда? Остается еще, ты назвал Армению, Грузию, остается еще Азербайджан. А он находится уже на самом деле, уже не важно. Потому что важно даже Грузия, вот даже просто маленькая часть, даже Имеретия, даже скажу, просто узкий вот этот вот коридор, это горлышко бутылки, понимаешь? Достаточно там просто поставить пробку. Даже Армения менее существенна, вообще не существенна в данной ситуации. Ну да, через нее. А Армения и используется великими державами как фактор поддержания дестабилизации. К сожалению, для армянского народа, древнего, естественно, культурного армянского народа, да, трагического по-своему, как и многие другие народы, их просто используют для поддержания регионов в ситуации постоянной нестабильности. Это точно. Особенно для интеллектуалов армянской диаспоры, которые во многом и определяют политику даже нынешней Армении. Они привыкли... Да им плевать просто на жизнь и судьбу армян, там живущих. Плевать на судьбу государства Армении, бывшей Советской Республики. Они считают ее не настоящей Арменией. Настоящая Армения для них это гораздо большая территория, которая включает в себя в Сирию, часть Турции. Ну а Эчмиадзин это далекая периферия, прямо скажем. Вся же диаспора оттуда, она не с территории. Да, Армении. Киликия, Сирия, это их. И Озеро я Лан. сейчас читаю СМИ там армянские, там смотрю, сирийцы из Ливана, ливанцы, армяне, сирийцы начинают тон задавать уже, объяснять, значит, армянскому обществу, как надо выстраивать отношения с Россией. Это, а армяне из Сирии и из Ливана, это ты как специалист по Франции, кто? Правильно. С 23 по 46 год Франция владела этими территориями, там распоряжалась, делала, что хотела, правда? Включая турецкую провинцию Хатай. Там очень давние связи, начиная Поэтому с 18 курды века. и армяне на этой территории, они связаны с французской разведкой политической еще с 20-х годов. Франция Левант считала как бы своей Ливан и Сирию. территорию, да, ну я имею в виду Левант, вот все это. Да, Ливан, огромный Левант. французский Начиная с Ливан. 18 века это как бы территория их влияния экономического и политического. Вот. Наполеон не Поэтому- случайно рвался туда из Египта. Поэтому они, естественно, являются инструментом французского влияния. Ведь не советские армяне являются инструментами французского влияния, а реально вот эта вот огромная масса армян, которые по численности превосходят число армян, живших когда-либо на территории Армянской ССР, или даже на территории Азербайджана, или даже на территории Советского Союза, могу сказать. Их там гораздо больше армян жило за пределами Армении, Армянской ССР за пределами СССР. В Турции, в Сирии, в Ливане, и, значит, вот уехали потом в США, их больше. Вот они определяют это все, а они заказывают музыку, а они уже взаимодействуют с теми, кто их поддерживает, точнее, кто использует их как инструменты. Вот Франция, контроль над Грузией как горлышком бутылки, над Арменией как фактором дестабилизации постоянной, позволяет контролировать не только регион Южного Кавказа, но и вообще Среднюю Азию. По большому Тогда счету. России объективно интересны противоположные тенденции. Американцы, я не договорил, американцы сдерживают французское влияние. В частности, сейчас в Тбилиси приехала новый посол, который привезла с собой целую толпу политтехнологов. До выборов в Грузии год, они уже начали заниматься этими вещами. Им совершенно не надо, чтобы Европейский Союз и Франция, как его лидер, да, военно-политический, держали, как бы контролировали Южный Кавказ. Потому что конкуренцию между США и Европейским Союзом никто не отменял. Моя версия о том, что вот это вот события в Украине были по договоренности, целью которых, в частности, унасекомливание, как я говорил, Европейского Союза, эта версия продолжает работать. Договоренности между Вашингтоном, Москвой и Пекином при молчаливом, как бы, и очень довольном внимании Лондона, который подбрасывает туда постоянно дровишки, да, вот, допустим, не поставляют, значит, там американцы Абрамсы, а, смотри, англичане Челленджеры поставили Украине, правда там? Вот не поставляют американцы F-16, чтобы не обострять там до конца с Россией, а Голландия, которая является монархией, а любая монархия у нас ориентируется на Лондон, поставляет F-16, пусть символически, пусть немного, но все равно поддерживают тлеющий костер войны в Украине. Умирайте, украинцы, за интересы, как говорится, мировых господ. Вот, вернемся на Кавказ. То есть, на самом деле, не только Россия противостоит. Там нет тандема единого США,
Европейский Союз и Великобритания. Между ними тоже есть свои терки. Между ними есть свои разногласия. Великобритания традиционно опирается на Баку, допустим, да? И Баку опирается на Лондон во многом. Это и British Petroleum, и соглашения, которые заключили в свое время, которые дали Азербайджану независимость в ситуации оккупации его территории, и это было абсолютно разумно. Да? На самом деле Турция и Эрдоган, братья-мусульмане, это традиционно, ну если не, это слишком могучая просто сила в лице Эрдогана, поэтому это скорее партнеры Лондона всегда были, потому что как только ты встречаешь на Востоке, об этом Гейдар Джемаль любил говорить, политическую силу такую с мистическим таким как бы бэкграундом, сразу знаешь, что эта сила имеет конструктивный диалог с шотландской ложей, которая как бы правит в Британии. Да? Масонская. Да. А если ты встречаешь либерально-демократическую, то знаешь, что она имеет конструктивный диалог с Великим Востоком. Французском. Да, который правит в Европе абсолютно атеистическим, таким либеральным. Там, и так. Это грубо, но в целом это работает схема. В свое время, извини, я просто 20 копеек добавлю, просто чтобы обозначить свое присутствие. Я был единственным российским журналистом, по-моему, советским, который взял интервью у великого магистра Великого Я читал Востока твое интервью, Франции. кстати, это был ты, да? Да. Это было очень интересно. Очень интересно. Вся французская элита обязательно бывает на этом Рю Кавур, по-моему, и что-то в этом роде. Ой, сейчас не вспомню. Да, там, значит, где и Меланшон там бывает, и левые там. И, по-моему, даже Ле Пен выступала, Мари. Ну, тут я не уверен про Ле Пен. Они, по-моему... Все руководство социалистической, даже коммунистической Да, партии. все, у них там, они там просто днюют и ночуют. Вот, но не будем туда углубляться. Да. Короче, сейчас в интересах России не допускать на Южном Кавказе большой войны, которая неизбежно может там на, вот допустим, даже маленькой армяно-азербайджанской войны, которая неизбежно приведет на втором этапе, вот я об этом говорил, что-то в Азербайджане как-то странно некоторые восприняли, я просто описываю то, что будет, как возможность. Вот столкновение может привести к тому, что азербайджанцы неизбежно пойдут в сторону Зангезура, их просто втянут. Со стороны Зангезура, с армянской территории начнутся обстрелы, война, азербайджанцы будут отвечать в Зангезуре. Это приведет к тому, что, во-первых, Россия, я думаю, не будет инициировать по линии ОДКБ вот эти свои сценарии, да? Хотя армянское лобби будет сильно за это тут ратовать, вопить. Но Иран в случае угрозы вторжения как бы азербайджанской армии в Зангезур, естественно, вяжется. Это приведет к тому, что вяжется Турция, которая этого не хочет. И на каком-то этапе будет прямое столкновение турецко-иранское, на фоне которого азербайджано-армянская будет только частью этой Скажу этой сразу, глобальной я войны. принадлежу к тем, кто не верит, что сейчас Армения способна на какую бы то ни было большую войну. Ты просто не в курсе, наверное. Я надеюсь, в Баку просто знают, какие количество индийского вооружения поставлены в Армению за прошедшие полгода. Это и есть, да. Из Индии просто потоки вооружения, а армянская армия полностью перевооружилась. Просто я не знаю ни одной войны, которую бы выиграли индийским вооружением. Ну, кроме 3 войн с Пакистаном, которые Индия выиграла. Ну, не знаю, Пакистан отстоял северные территории и свои... Дело не в вооружении. Война это не только военное, но и политическое дело, и геополитическое дело. Я просто обозначил Любая позицию, конфронтация сейчас втянет Могу быть Азербайджан в конфликт. А вот когда тебе навязывают войну... То есть Россия Смотри, вот в не хочет... 2020 году Азербайджан навязал поле боя. Азербайджан навязал поле боя. Физули, значит, Карабах, Долинный, Горный Карабах. А когда Азербайджану кто поле боя навязывает, готовится именно к войне на этом поле боя теми методами, которые на этом поле боя будут наиболее эффективны. Задача России значит не поставить себя в ситуацию, когда кто-то поставит ее перед выбором. Конечно, кого поддерживать, конечно, как абсолютно. реагировать. Нет, естественно, Россия хочет сохранять отношения с Баку, это первоочередное. Потому что, во-первых, связаны личные отношения там, с Ильхамом Алиевым, Мехрибан Ханум, да, у российской, значит, власти Владимира Путина прекрасные личные отношения и доверительные достаточно, как я понимаю. Потом, как бы, Азербайджан является неким форматом партнерских отношений с Турцией, с Эрдоганом. Победи Кылычдар Оглу, как я говорил, уже была бы война, я так думаю. Уже бы Турция заняла бы предельно враждебную позицию по отношению к России, встав на сторону Европейского Союза, Франции конкретно. Кылычдар Оглу, алавит,
А алавиты, они как бы на Францию сильно опирались, а левиты особенно вот эти вот. Если не сказать большего про него и про его сторонников. И, в общем, Россия, конечно, вот этот вот баланс хочет сохранять. Россия не хочет, допустим, конфронтации с Грузией. Ее очень устраивает нейтральная политика Грузии. Дело даже не в украинской войне. Но попытки дестабилизации Грузии, прихода там к власти, допустим, проамериканского правительства, саакашвилевцы, допустим, придут к власти, или вот это вот современное профранцузское правительство, оно пытается как бы лавировать вот так вот, манипулировать Гарибашвили, значит, Зурбишвили, но они слабеют на глазах. Американцы готовят в Грузии большой переворот. Поэтому я вот в частности агрессивные заявления Медведева о Южной Осетии и Абхазии воспринимаю как просто сигнал Грузии, что мы видим, что происходит, и мы готовы как бы к конфронтации, к участию в конфронтации, хотя мы этого не хотим. И это не потому, что это кто-то хочет, а потому что это объективные законы. Если Южный Кавказ перейдет под контроль любой из сил Европейского Союза, США, Британии или России целиком и полностью, это полностью нарушит сложившееся равновесие и придет к обвалу этого всего. Или к преимуществу, доминированию какой-то силы. Как ты считаешь, Россия может, скажем, Франции, как лидеру Евросоюза, отвечать непрямыми действиями на других фронтах? Вот она отвечает, допустим, на Кавказе. Безопасность Южного Кавказа обеспечивается российско-турецким альянсом. Это очевидно. Россия и Турция только укрепляют, несмотря на усилия Затулина, который призывает к войне между Россией и Турцией открыто. Имеет и сегодня значение. Конечно, фундаментальное значение. Личные отношения между Путиным и Эрдоганом. Визит Путина в Турцию, который уже анонсирован, будет он где-то в сентябре, скорее всего, да, которому пытаются противодействовать. Вот отношения России и Турции – это совместный контроль на Южном Кавказе. В интересах обеих стран. Понятно, что Азербайджан, главный союзник Азербайджана – это Турция. Второй миноритарный союзник – это Израиль, действия которого на Кавказе. Россия закрывает глаза пока на действия Израиля, потому что они очень локальные и не носят стратегический характер. Да, главный интерес Израиля антииранский. Да. Ну, и залезть как бы в нефтяные всякие дела. Там, где деньги, там и туда и залезть, собственно говоря, которые в Азербайджане. Значит, ну это как бы дела очень локальные, они не стратегического измерения. Значит, ну и кто может сказать, что у Азербайджана с Россией плохие отношения? Хорошие отношения. Но в Азербайджане есть мощное европейское, проевропейское лобби. Я же читаю, я же вижу, да, которые пытаются поссорить Россию с Азербайджаном, которые во время войны, хотя я говорил азербайджанцам, не считайте, что неудачи на украинском фронте, которые есть локальные, говорят о неизбежном гибели и развале путинской империи, которая строится. Эта империя строится не только по воле одного Путина, она строится по воле в том числе влиятельных мировых сил. Но я видел, как некоторые ресурсы в Азербайджане просто открыто толкали Азербайджан к антироссийской позиции. То есть толкали его на самом деле в пропасть, по большому счету. Хотели, чтобы Азербайджан стал местом конкуренции и конфронтации между Турцией и Россией. Ни Россия, ни Турция этого не допустят. Армения. Очень важный момент политического соглашения между Россией и Турцией. Как раз мы видим с турецкой стороны, там постоянно, если вы признаете, подпишете договор, мы откроем границы. Россия, безусловно, оказывает влияние на армян. И посылка Варданяна в Карабах – это препятствование французскому влиянию. Варданян, безусловно, кремлевский человек. Тут даже сомнений нету. Тут 10 тысяч раз хоть скажу, что это не так, это все равно будет так. Он человек Кремля, весь его бизнес вокруг Кремля и в Кремле. Весь его бизнес находится в России серьезный. И он связан с российскими силовыми элитами. Ты думаешь, его готовили для Армении? Нет, его не готовили для какой Армении. А Армения никому не интересна как стабильное государство. Вот парадокс в том, что все центры силы заинтересованы в том, чтобы Армения оставалась в ситуации нестабильности. Зачем кого-то готовить, когда Пашинян вполне как бы ориентируется на Россию, а ни на Запад? Это ошибка, это иллюзия.
считать, что это так, который значит, карабахский клан зачем-то в России просто рекламирует Пашиняна, потому что Пашинян-то не карабахский, он же ереванский, понимаешь? Как так? Только мы, карабахцы, являемся оплотом России. Поэтому и Варданян туда посылается, чтобы показать, что мы сами знаем, кто у нас за что отвечает. Нам не нужны там как бы лоббисты карабахцев, у нас есть тут свои. И заодно он как бы там находится и отсекает реально опасные для России французские, американские, значит, инфильтрации туда, в эту зону армянскую. Но это вторичная на самом деле территория. Судьба армян, как это ни страшно звучит, для России не так существенна, как это хотелось бы самим армянским лоббистам. Еще раз говорю, все великие державы Армению не будут стремиться, чтобы она становилась чем-то реальным. Им выгоднее поддерживать ее в ситуации такого триггера, который можно как общую атмосферу заморозить, так и поджечь. Перегреть, да. Да. Абсолютно. И каждый имеет там свои силы. Франция, то есть Европейский Союз, Британия, США, Россия, даже Турция, я тебе уверяю, в Армении имеет свои силы, потому что киликийские армяне, живущие в Турции, мне трудно представить, что они прям так антитурецки настроены. Я думаю, все-таки они проводят интересы Турции, зарабатывая в Турции огромные, невероятные деньги. Кто-то называет Измир армянской столицей Турции, понимаешь? Перспектива, как ты думаешь, что нам ждать в ближайшей перспективе? Грузия, сейчас, подожди, Грузия. Вот в Грузии ситуация гораздо более жесткая. Есть французское, безусловно, лобби, которое контролирует Грузию. И Россия закрывала на него глаза в обмен на нейтральный статус. Но если американцы нуждаются в дестабилизации Грузии. Потому что дестабилизация Грузии это прерывание снабжения Европейского Союза. Буквально этот канал Батуми, Баку-Поти, это последняя артерия Европейского Союза, которая существует. Последняя. Вот я считаю, что американцы под предлогом защиты демократии и борьбы с коррупцией, как они это везде делают, не допустят строительства парома Поти-Констанца. Или Поти-Бургас, куда там они, в Болгарию, по-моему, или... Да, Болгария. Да, Болгарию, Поти-Бургас. Ну, просто не допустят. Но это они так не скажут, мы хотим сорвать строительство этого парома. Они скажут, мы защищаем демократию, мы боремся с коррупцией, мы там вот за общечеловеческие гуманитарные ценности и тому подобные вещи. Для России появление там проамериканского правительства хуже, чем вот в данной ситуации, чем профранцузского. Потому что с Францией как бы есть некий статус-кво по Грузии, а с Америкой такого статус-кво по Грузии не будет. Потому что это будет не антироссийское действие в Грузии со стороны американцев, оно будет антиевропейское. Но выдаваться оно будет за антироссийское. Его целью будет спровоцировать Россию даже на вооруженное вторжение в Грузию. Понимаешь? Вот какая хрупкая и сложная ситуация в Кавказе, на Южном Кавказе, которую надо вот так вот разбирать буквально со скальпелем, на уровне клеточного анализа какого-то. А нам пытаются армяне, грузины, тюркский мир. Эти слова вообще не имеют никакого прикладного политического значения. Еще раз вопрос. Как ты думаешь, в ближайшей перспективе что будет? Ориентироваться на исход выборов в Грузии надо? Через год. В Грузии будет попытка дестабилизации. Между Арменией и Азербайджаном будет попытка разжечь войну для втягивания туда России, Турции и Ирана. Это идеальный вариант для Запада. Идеальный просто. Тем более, что эта война будет как бы в стороне от главных путей коммуникации. В общем, во всех Армения никого не интересует как таковая. Кто там будет править, прозападный или пророссийская, это не важно, потому что никто не будет иметь в Армении полной власти. Любой, кто приходит к власти, всегда будет иметь в виде оппозиции как бы какую-то группу, которая будет контролироваться. Условно говоря, к власти в Армении приходит пророссийский, значит усиливаться будет антироссийские какие-то. Приходит антироссийский, значит будет усиливаться пророссийская оппозиция. То есть это будет вот такая вот ситуация нестабильности. А вот Грузия это серьезнейший момент. И все делают вид, что они как бы ничего не хотят плохого в отношении Грузии. Но Грузия является главным стратегическим ключевым государством Южного Кавказа. Азербайджан это ресурсная, Азербайджан, условно говоря, это входная дверь из богатств Средней Азии, Каспии и всего. И Китай туда дальше. Да. А Грузия это маленькая выходная такая дверца. Но эта вот маленькая дверца, она контролирует
все это огромное, невероятное богатство, потому что главный их потребитель на Западе это Европейский Союз. Очень интересно, Максим. Спасибо большое за такое короткое время, такой потрясающий анализ. Я думаю, что мало кто у нас среди наших интеллектуалов мог бы так разложить ситуацию. Я, откровенно говоря, удивлен бедностью комментариев в наших СМИ и какой-то банальщиной, которой переполнены так называемые анализы так называемых наших политических обозревателей. Я могу только сказать, что это не только мои слова, это благодаря диалогам с Леваном Первели, грузинским политиком, моим другом, который мы ведем на моем канале Максим Шевченко, куда я тоже себя, который, ты видел. Конечно. А это Ливан тоже помогает, потому что он помогает дать такой грузинский взгляд, да, на эти проблемы. Но мы сегодня говорили не только о грузинской ситуации, поэтому спасибо тебе огромное. Надеюсь, что будем теперь встречаться после отпуска почаще. Да и ситуация... Знаешь, какой нюанс? Грузины это единственный имперский народ с имперским сознанием по-настоящему на уровне культуры. Вообще на территории всего бывшего Советского Союза, я считаю. Но это наследие пребывания в Российской империи. Нет, это наследие Византии. И даже Византии. Грузия это и есть единственная часть Византии, историческая просто. Ну здесь мы должны вообще начать говорить и о судьбе православной церкви в Грузии, ее влияние на все. Я, например, считаю, просто так затравка на будущее говорю, что Российская империя уничтожила грузинскую православную церковь, превратив ее просто в епархию. Для того, чтобы... Потому что Российской империей руководили не православные, они формально были православными, им было все равно, они воспринимали церковь как инструмент. И они хотели слить с русской церковью армянскую церковь, значит, нестерианскую церковь там в Закавказье, да, на что грузины никогда бы не пошли, потому что для них армяне это еретики-монофизиты, для армян грузины неправильные там тоже и так далее. Как бы жить вместе, там, торговать, сидеть за столами, да, а в одной церкви быть нет. Это очень интересный исторический аспект. Поэтому Голубцовская династия империи ликвидировала грузинскую церковь, она мешала экспансии туда дальше на юг. Очень интересная тема для следующего разговора. И включение армян в единую такую российскую имперскую православную церковь. Кто бы тогда возражал бы в 19 веке? Да, и грузин. Поэтому грузин сразу так ликвидировали, все, начали уничтожать их святыни, древние православные, а грузины православные до клеточного мозга. Они по-настоящему православные. Они древние православные, не в смысле как вот там эфиопы, а вот просто православные от византийского корня. И нет на земле другого вот реально народа, который бы так восходил бы к византийскому православному корню. Очень Русская церковь после бесконечных реформ Алексея Михайловича, греко-католических, петровских, протестантских и так далее, это вообще совсем другое православие. Поговорим в следующий раз об этом. С удовольствием. Максим, спасибо большое. Надеюсь, зрители нашего канала в восторге, как всегда, от нашего собеседника. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не экономьте усилия одного пальчика на правой руке. Спасибо и до следующих встреч. Максим, спасибо огромное.